Всем привет! Обещал записать видосик, вот нашел время, выделил его. Будем записывать. У меня тут есть логотипчик Ашер, так что все четко. Была у вас возможность написать мне пару вопросов ваших личных, которые вы хотели бы услышать, на которые вы хотели бы услышать ответы. Я вот тут зачитаю, наверное, после того, как расскажу чуть-чуть вообще о том, что сейчас происходит в команде Ашер, как я вливаюсь. Я не могу еще сказать, что я влился в коллектив, скажем, больше в игре. То есть вне игры мне влиться легче намного было. То есть все ребята очень дружелюбные, хорошие, легкие в общении. То есть, скажем, со всеми общий язык я уже нашел. Вне игры, в игре очень много, скажем, таких есть дыр, да, то есть, скажем, то, что не обговорено, то, что нужно обговорить, то, что нужно правильно обговорить. В некоторых ситуациях нужно играть по-другому. Скажем, стили игры немножко отличаются, да, то есть если флипсайд они больше ползали, то тут ребята любят побегать наоборот. Я в таком же стиле играл в 1.6 и, скажем, мне нравится этот стиль, то есть я готов бегать. Вот. Ну и ползать я умею. То есть мне, в принципе, все равно в том стиле играть. То есть я, как бы, скажем, как так сказать правильно, хорошо себя чувствую, скажем, в любом плейстайле, да. Вот. Что касается в игре именно и вообще Лондона, да, то есть в целом. В чем проблема была основная? Проблема была основная в том, что было много официалок, и мы не смогли потренировать, скажем, достаточно те карты, на которые нужно было уделить больше внимания. То есть очень мало тренировок было, на которых, скажем, тренировки я приходил раньше, мне нужно было выучить просто гранаты, какие-то смоки, флешки, то есть все новое, у меня новые роли в игре немножко, и как бы нужно было, скажем, много времени уделять вот этим всем, типа, запомнить все гранаты, выучить очень много точек. Мы на английском языке общаемся в игре, поэтому мне, скажем, если на карте раньше, там, знаете, там назвал 5, 7, 20, 15, там, главка, там, и так далее, то сейчас этого всего нет, сейчас это все на английском. FPL я до этого не играл особо, потому что не было на это времени, и как бы сейчас я об этом немножко жалею по той причине, что если бы я играл в FPL, мне было бы намного легче вот влиться по поводу информации в игре, вот, скажем, communication. То есть сейчас я как бы, скажем, у меня такой период, я внедряюсь в эту всю систему, в этот механизм, который должен слаженно работать в будущем, я надеюсь. Вот. Учу, скажем, точки на карте, учу то, как нужно правильно сказать, быстро сказать, скажем. Очень много в этой игре зависит от того, как вы быстро найдете там решение, какой-то путь к решению. То есть оно не всегда может быть правильное, но из-за того, что вы сделали это очень быстро, вы на этом выйдете. Ну, иногда так бывает, происходит в этой игре. Вот. И как бы сейчас вот у меня единственная проблема, то есть если я что-то хочу, мне надо человеку очень быстро как-то объяснить на английском, что я хочу сделать вот это, вот это. Пока мне этого не хватает, но я думаю, что, скажем, надо чуть поиграть больше, переиграться друг к другу, и люди начнут быстрее улавливать то, что я пытаюсь им объяснить. Вот. Как-то так. Насчет Лондона вообще в целом. Приехали в Лондон, первая игра у нас была против Optic, это Канада. Как-то пикнули карты, все пошло сложно изначально, не знаю почему, как-то так случилось. Ну, на самом деле тут ничего такого нету, часто на лане первая карта идет очень сложно. Вот, на вторую карту вышли, ребята покурили, подышали воздухом, пришли к выводу, что ну, ничего тут такого нету, все нормально, надо спокойно собираться, мы сильнее команда, индивидуально, командно, и как бы, просто нужно выигрывать свои раунды, брать там свои клатчи и так далее. Вот, спокойно сели и закрыли Optic без шансов 2 карты
скажем, доказав прежде всего самим себе, что мы как бы на 3 головы выше. Соответственно, следующая игра у нас на следующий день была с командой Virtus.pro, с поляками, которых сейчас, как я считаю, немножко лихорадит. В принципе, ну, честно говоря, я ожидал, что вот мы как минимум поборемся. Как максимум, видите, хорошо получилось, 2-0, выиграли у поляков. Ну, не могу сказать, что легко, но в любом случае достойно, я считаю, как для первого лана и для команды, которая практически, скажем, не уделила много времени на тренировок, не потому что не хотела, а потому что реально не было времени. Я думаю, что, скажем, все еще впереди. После чего мы пристально смотрели за матчем Dignitas SK. Я думал, честно говоря, что Dignitas выиграет, но Dignitas проиграли. И вот когда они проиграли SK, я заметил, что вот как-то все так немножко, да, хорошо, будем играть с SK. Ну, то есть все обрадовались, что будем играть с SK. И на тот момент никто не подозревал, что, ну, СК как бы не слабая команда, и она все-таки выиграла у Dignitas. Dignitas это сейчас там топ-10, да? Вот. В общем, как-то нас расслабило, честно говоря, и я видел вот такая чуть расслабленность в подготовке к этой игре. Мне это не очень понравилось, но я думаю, что мы это пофиксим в любом случае в будущем. Вот. Ну, исход вы знаете, летальный, да? 3-0, вообще без шансов. Очень плохо я отыграл лично, не знаю почему. Пока не думал, скажем, не то, что не думал, я не нашел какой-то явной причины. Вроде делал все то, что делал до этого. Возможно, из-за того, что у меня там везде новые точки, из-за этого, возможно, не знаю. Но все равно мне кажется, что можно было бы лучше сыграть. Ну, в принципе, скажем, у всех бывают плохие дни. Слава богу, что они у меня редко бывают, поэтому спишем на это. Но в любом случае, скажем, это была одна из самых важных игр на турнире, и так отыгрывать нельзя было. То есть, ну, мы сели после игры, поговорили, то есть понятно, что все плохо сыграли. Нельзя говорить, что кто-то хорошо сыграл. Нет, вся команда плохо сыграла. Вот. Почему? Опять-таки, несколько причин, как я думаю. Первая причина то, что мы расслабились, опять-таки, говорил уже, что СК. Во-вторых, ну, скажем, кстати, к игре мы подходили, скажем, ну, серьезно. То есть не было какой-то расслабленности, все пришли заранее, все разыгрались, сделали, ну, казалось бы, все для того, чтобы выиграть, да? Но вот, наверное, где-то вот оно далеко в психике там сидело, что вот мы легко должны победить, пройти, вот финал наш и так далее. Вот. Ну, случилось как случилось. На самом деле это был первый лан. Опыт мы от этого получили уже. Скажем, опыт какой? Тут есть палка о двух концах, да? Первый опыт то, что мы можем, когда захотим, очень сильно играть, выигрывая сильные коллективы, вот, например, Virtus.pro. А палка с другой стороны заключается в том, что если расслабимся, то можем проиграть более слабые. Ну, опять-таки, это я так считаю, что мы СК должны выиграть. Могут не все со мной согласиться, я не знаю. Что еще рассказать? Значит, ну, в коллективе все нормально, то есть нету никаких проблем. Они были у меня раньше в коллективах, сейчас я этого не вижу. Ну, по крайней мере, сейчас не вижу. Вот. Опять-таки говорил, что ребята все дружелюбные и так далее, и так далее. Давайте поговорим, можем поговорить, расскажу свое мнение о каждом игроке лично. Давайте начнем с Зера, он самый младший. Это вообще какой-то человек безобидный. То есть он любит аниме смотреть. Ну, я этого не очень понимаю, там, я таким не занимаюсь, да. Ну вот человеку нравится аниме, и вот он вообще какой-то такой добрый, дружелюбный, знаете, еще такой, не знаю, как это охарактеризовать, но такое у него детское дружелюбие, да, то есть он ко всем хорошо относится там и вообще. Вот. Потом давайте с Тихо говорить. С Тихо на самом деле очень приятный человек. Я вот с ним в комнате жил. Нормальный парень, общительный, опять-таки тоже добрый. Мне вот что нравится тут, потому что все добрые, реально. Вот. Все очень добрые и, скажем, положительные.
То есть нету негативного вот персонажа в команде. И он есть, я вам потом расскажу, кто это. Вот. Я считаю, это очень большой плюс, когда вот команды положительные, ну, скажем, у всех положительный характер, то есть там всех с плюсиком. Да. Оскар это человек такой, он очень, скажем, вот у него есть своя зона комфорта, и вот он должен человека впустить в эту зону комфорта. Я надеюсь, ну не надеюсь, мне как показалось, что меня он уже как бы принял в свою зону комфорта, но это человек такой, он закрытый, знаете, то есть он там не очень общительный там с тем, кого он не знает и так далее. И если ты с ним знаком, если ты там с ним посидел, пообщался, то есть он тебя уже принял в эту зону комфорта, он с тобой общается, он тебе пишет, он тебе рассказывает и так далее. А вообще ты такой человек, скажем, закрытый, скромный, то есть вообще мне на самом деле даже нравится то, что должен быть такой человек в команде. Вот. Потом Карась, не знаю, что про Карася сказать. Мне на самом деле его жалко. Жалко с той точки зрения, что, ну, как бы, изначально, когда CSGO появился, то есть там Карась был что-то а-ля топ-4 команд. Потом как-то это все у них с шерами не складывалось, распадались они и так далее, и так далее, и так далее. И как бы меня смущал тот факт, когда я думал о переходе, то, что, ну, вот реально было столько команд, и столько команд распалось, почему, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, я для себя принял решение, что нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать несколько шагов вперед, скажем. И, ну, я поверил там, в того же Карася, подумал, что если он уже там был, то он там может еще раз оказаться. Вот. Надеюсь, так и будет. Что по Карася скажу, у него, скажем, самые, наверное, одни из самых сложных ролей в игре. То есть все время он пытается где-то разменяться, дать минус, найти вот какой-то вот этот фраг первый, знаете, чтобы команде потом было легче разыгрывать ситуацию. Скажем, раньше во флипсайде такого игрока не было, ну, как бы вот именно намеренного, да, каждый раунд пытаться найти вот этот фраг, разменяться, вот опять-таки, не было такого в флипсайде. В флипсайде было там какие-то вейпоинты, да, у игроков, которые там должны были пойти, найти этот фраг и так далее. Вот. Ну, иногда я себе мог позволить там это выбежать, кого-то постараться стрелить. Вот. Но тут именно есть намеренно такой человек, который делает это постоянно и специально. То есть это опять-таки такой, скажем, плейстайл, да. Но, в принципе, я себя комфортно чувствую в ситуациях после размена, поэтому я считаю, для меня это только плюс, если у меня есть такой игрок в команде. Потом Серега Ламабот, это наш тренер. Серега, кстати, очень классный чувак, я его уважаю. Приятный человек. То есть, опять-таки, я очень рад тому, что меня окружают сейчас приятные люди, то есть с которыми можно нормально пообщаться, всегда найти общий язык, поговорить, которые, скажем, могут тебя послушать, которых ты слушаешь, то есть есть взаимопонимание какое-то, и это тоже, опять-таки, очень большой плюс для команды, даже, скажем, на расстоянии, да? То есть если люди могут друг к другу прислушаться. Потом, наверное, расскажу еще немножко. Есть люди в структуре Hellraisers, тоже это аналитик, я не знаю, киевляне, наверное, знают, это Амиран, то есть он там сейчас нам смотрит демки, готовит материал про соперников и так далее. В общем, наверное, про Лондон мы поговорили, про Hellraisers я вам рассказал, про то, на каком этапе, скажем, сейчас команда находится, я вам тоже сказал. В том смысле, что мы сейчас притираемся друг к другу, и конкретно я вливаюсь в коллектив в игре. И, наверное, не рассказал вам про планы. Планы, какие планы? Мы попали на квалификацию на мажор, она пройдет в городе Тур во Франции. Скажем, вот я с отдыха приеду, и
через, по-моему, неделю где-то уже во Франции будем отбираться, поэтому за неделю надо будет очень сильно собраться, потому что уже давно не играл в КС. Ну как давно, дней 6, да? Вот. И после Франции буквально сразу будет StarLadder в Киеве, на НСК на Олимпийском, в родном городе, на родном стадионе. Как бы это всегда дает какой-то буст. Особенно, знаете, вот я, например, я всегда болел за Динамо Киев, у меня папа болел за Динамо Киев. Не раз ты говорил на стримах, кто был, тот знает. Вот, и, скажем, это для меня вот что-то больше. Вот этот турнир, это я очень на него сильно хотел попасть. Слава богу, мы на него прошли, я безумно рад. Так что, что хотел сказать. Я вас всех приглашаю на НСК Олимпийский, приходите за нас болеть. Ну, за кого? За нас. За Hellraisers, за Na'Vi, за Flipside, за, скажем, за наших. Вот. Не буду вас травить, чтобы вы болели только за Hellraisers, потому что это неправильно. Поэтому поддерживайте отечественного производителя. Вот. Значит, что на НСК Олимпийском можно будет сделать? Можно будет, конечно, пофоткаться с нами, взять автографы, пообщаться немножко. Не обещаю, что много, потому что, ну, скажем, зависит все от настроения, времени и так далее. Обязательно будут розыгрыши. Ну, то есть, я уже договорился, я свои 2 футболки вот так вот выкину в сектор. Кто поймает, тот поймает. Ну, то есть, специально сделаю 2 футболки для того, чтобы, ну, люди, скажем, фанаты могли их получить. Я думаю, что такой кипусик может разыграем, кепку. Вот. iPhone разыгрывать пока не собираюсь. Вот. Значит, ребята, что я еще не рассказал? О планах на будущее мы поговорили. Скажем, о кратковременных, да, если говорить о долгосрочных, то, скорее всего, это попасть на мажор и попасть в топ-8 для начала. Я считаю, это будет очень удовлетворительный результат. Конечно, в будущем хотелось бы и в топ-4, и в 1-2, и в финал, и, ну, посмотрим. Посмотрим, как будет. Но пока, скажем, можно все подниматься постепенно, и я думаю, что если попадем в топ-8, будет супер. Что еще не рассказал? Вроде все рассказал. Отдыхаю я сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах. Планировал давно сюда поехать еще, когда, скажем, у нас вообще с Flipside отдых как бы намечался на майске. Я еще, скажем, путевку покупал давно, и получилось так, что перед самыми отборами я на отдыхе, ну, как бы, тут тоже палка о 2 концах. С одной стороны, я отдохну от всего этого, скажем, морального давления и так далее, психологического, успокоюсь, скажем, все-таки мне сейчас сложно, перешел в новую команду, и, знаете, типа, есть какое-то небольшое давление, хотя я его не сильно ощущаю, вот, но все равно. Значит, приеду домой, и надо будет серьезно садиться и готовиться к отбору на мажоры, потому что, ну, сложно будет реально попасть, там серьезные коллективы соберутся, и надо реально показывать уровень и прыгать выше головы, чтобы попасть на мажор, потому что очень сильно надо будет собраться. На каждый мажор я, ну, серьезно собирался, и на этот не будет исключения. Вот. Что еще? Вопросики. Сейчас мы ваши вопросики прочитаем. Одну секунду, я введу пароль. Так, человек спрашивает, Терри Дерт спрашивает, вы же на квалы к мажору попали? Ну, я уже ответил, вы видели, говорил, да, то есть мы квалифицировались на квалификацию на отбор. Пройдет она во Франции в туре, город-тур. Уже ответил. Дальше, Никита Скрябин спрашивает, не скучаешь ли ты по ребятам из Flipside? Честно говоря, у меня там остались друзья, с которыми я до сих пор поддерживаю отношения. Вы, наверное, видели, писал большой комментарий, когда и почему я уходил из команды. Скажем, я всем сказал честно, положа руку на сердце, что там реально хорошие люди собраны, которых стоит уважать, которых не стоит гнобить там за какой-то плохой результат, еще за что-то, типа. Прежде всего там хорошие индивидуальные люди, я имею в виду персоны, как люди, характеры, черты характера,
То есть их стоит поддерживать, их стоит уважать. Поэтому, пожалуйста. Вот. Потом... Ну, тут немного вопросов зачитаю, но все же. Владислав, как долго ты думал об уходе из Flipside? Или это желание появилось за день-два перед ливом? Ну, скажем, мне давно предлагали уйти в Hellraisers. Я как бы долго думал, у меня там на носу была куча турниров с Flipside, мажор, еще турниры, то есть мне не было смысла уходить никуда. Вот. Но, скажем, было то, что чем я был недоволен в команде Flipside и почему я ушел. Вот. Опять-таки я не буду говорить там тех причин, она не одна, да. Но главная причина то, что не все игроки хотели прогрессировать дальше. Вот. То есть, скажем так, желание уйти у меня появилось не за день-два до ухода, а раньше это было, скажем, обдуманное решение. Я долго думал, у меня были предложения, другие предложения, и вот. Ну, собственно, как-то так. От каких коллективов тебе поступали предложения? Ну, поступало предложение еще от одного СНГшного коллектива, поступало предложение, скажем, я не могу сказать, что поступало предложение, я могу сказать, что, ну, от СНГшного коллектива поступало предложение. Я имею в виду, что вот мной интересовались из-за границы, да, то есть, но на то время я уже решил для себя четко, что я ухожу в Hellraisers, и как бы я там даже не контактировал с людьми, я говорил, сори, я типа не могу это обсуждать, я уже для себя сделал вывод, и все. Как бы на этом закруглились. Бонди, как тебя принимают в составе? Я же теперь говорю, что сейчас все очень дружелюбные, со всеми очень легко найти общий язык, поэтому все хорошо. Как считаешь, кто сможет заменить тебя в Flipside лучше всего? Честно говоря, я даже не думал над этим. Мне кажется, им нужен человек, во-первых, им нужен опорник, это нелегкая роль. Не знаю, кто с ней справится в СНГ. Ну, сейчас они играют с Вейлендером. В принципе, у Вейлендера есть какая-то перспектива, да. То есть, возможно, он там как-то заменит. Вот. Но пока я не знаю, честно, но ребята могу пожелать сейчас только, честно, удачи. Вот, не знаю, получится у них или нет, но в любом случае, я думаю, что если игроки сами осознают то, что оно им нужно, то они будут хорошо играть. Вот. Ну и там пошли вопросы а-ля, почему во Flipside там не убрали того, другого и третьего. Давайте мы это оставим, не будем говорить, не надо затрагивать эту тему. У ребят сейчас, скажем, новый путь. Они сейчас найдут пятого, будут стараться, я надеюсь, трудиться. Я думаю, что мы еще там с ними встретимся, да, где-нибудь в финале мажора, например. Вот. Хотел бы сказать спасибо еще раз всем болельщикам, кто поддерживает лично меня, команду. Большое вам спасибо. Также хотел еще раз сказать, что у меня в группе есть розыгрыши. Значок я разыгрываю Инферно. Можете еще поучаствовать, я приеду обязательно. Я его давно уже разыгрываю, просто не было времени никак его разыграть по той причине, что вот все время езжу и как бы, ну, реально не было времени. Вот. Я приеду, обязательно разыграю. Потом чеку я еще коврик не отправил, обязательно отправлю. И я думаю, что сделаем еще пару розыгрышей обязательно. Вот. И последнее слово, ребята. Кто действительно, кому интересно, приходите на Олимпийский, увидимся с вами, пообщаемся, поговорим по душам. Все, всем пока, счастливо.